Приветствую всех на своем канале, меня зовут Анна, и это мой канал «Волшебные спицы с Анной». Сегодня у меня второй отчет по совместному проекту «Времена года». Второй отчет в сезоне осень. Ну и плюс, сегодня я покажу, конечно же, долгожданный свой тайный процесс. Ну, давайте покажу, что я провязала вот с последнего подключения, да, за октябрь месяц. Продвижения небольшие, но они уже есть, существенные, да. Круглую кокетку я, как видите, провязала уже всю, разделила свитер на рукава, спинку перед и стала уже двигать рукав. То есть здесь, в принципе, все осталось простое, только двигать изделие вниз, да? Почему начала с рукавов? Потому что у меня осталось 3 целых мотка пряжи и вот один, получается, начатый, да, уже. И мне хочется посмотреть, сколько мне хватит пряжи на рукава. Рукава хочу делать длинные, полноценные, с таким манжетиком большим. Манжет, я думаю, что я сделаю однотонным, вот таким. Я думаю, все равно будет гармонично смотреться. И остальное, все, что останется, пущу на тело. Если вдруг мне на тело не хватит, ну, я увижу там, допустим, один моток, да, остался, естественно, один не хватит мне. Расход пряжи при лицевом вязании, в принципе, не такой большой, да, как при вывязывании жаккарда было. Но все равно, да, сколько там надо будет, сколько понадобится, я не могу даже предугадать. Значит, какая пряжа у меня? Это Alize Veron, это 100% акрил, в 100 граммах 210 метров. Цвет, если кому понравился этот, такой осенняя расцветочка у меня. Color 7820. По рекомендациям здесь у нас спицы рекомендуют номер от 5 до 6. Я вяжу на спицах номер, по-моему, 5. Да, я, по-моему, говорила, да, на пятерке вяжу. Девочки, или 4,5. Не буду. Подготовлюсь по спицам уже, знаете, в отчетном видео, в итоговом, я думаю. Ну, похоже на или 4,5, или пятерка. Вот, пряжа, как видите, такая, ну, толстоватая, она объемная, вяжется приятно, изделие тоже приятное. Вот я вот мерила, все, посадка такая хорошая получилась, мне понравилось как. И компаньон у меня вот такая же пряжа Alize Burhum Classic. Это тоже 100% акрил, метраж такой же. Подбирала специально, чтобы был одинаковый метраж. И мне очень порадовало, что есть вот такого вида пряжа еще. Значит, на тело, если вдруг у меня не будет хватать, ну, полноценно вывязать вот этим, да, цветом тела, то я, наверное, как методом Helix просто заполосачу и сделаю вот эти вот полосочки. Как видите, здесь эта пряжа не такая контрастная, может быть, неудачно подобрана, да, в этой модельке. Видите, как будто бы жаккард, он расплывается. Но вот эти ряпушки, как переходят, мне нравятся. Здесь, по идее, здесь листочек, и вниз тоже идет вот этот цветной листочек, а здесь идет однотонный листочек. Вот если бы пряжу я взяла не такую, ну, прям вот тут, вот видите, секции такие, что они прям в окрас подходят друг к другу. И поэтому сливается. И я думаю, что если я заполосачу, то не будет бросаться в глаза, что это у меня такой вот хеликс. Вот. Но я надеюсь, что я завершу эту работу уже. И это будет готовая работа у меня осенью. Я заметила, что, кстати, вот маркерочек у меня тут прикреплен. Заметила, что я вяжу по одному изделию в сезон. Ну, в принципе, это нормально. Единственное, что зимний, да, в зимний сезон у меня только связалась детский кардиганчик, а мой свитерок я еще не закончила. Ну и давайте перейдем к вкусненькому, да, самому такому. Конечно же, я не без труда связала этот свитер. Это не джемпер, это свитер. Почему? Потому что начала поздно, как, в принципе, многие из нас.
Задание нам девочки дали, мне давала Ирина задание. Нам они дали, значит, в феврале где-то месяце. Ну и, как обычно, успею, и тянулось это до осени. Уже месяц оставался до отчета, я только-только начала и приступила к нему, к вывязыванию. Значит, какое у меня было задание? Мне надо было связать ажурный свитер с имитацией вточного рукава. Ну, с ажурным я справляюсь хорошо, потому что я всегда вязала ажурное. Вот раньше меня никогда бы вы не увидели, чтобы я какой-нибудь там в лицевой глади что вязала. Я любила жаккард очень сильно и вязала его, ажурные свитера, ну и, конечно же, косы араны, да, это вот прям, я очень любила это все делать. Сейчас немножко вяжу вещи попроще. Ну и, вот вточной рукав я вязала впервые. Первый раз посмотрела несколько мастер-классов на ютубе, нашла оптимальный для себя вариант, но все равно в процессе вязания я чуть-чуть еще упростила. Возможно, если у меня будет другая пряжа, то этот рукав будет немножко по-другому смотреться, да? А если, ну, я имею в виду, что, как видите, вот такой вот свитерочек. Так, горловина у меня здесь вот гольф. Можно вот именно или вот так одевать, она прям вот до шейки идет, или вот так вот выворачивать и носить вот такое вот. Сильно высокое горло я не хотела, чтобы было двойное. Вот этого будет достаточно, да, если захочешь поднять. Вязала горлышко, как видите, не снаружи, вот так вот, да, по кругу, а против часовой стрелки, снутри, вывязывая здесь вот лицевую скрещенную. Ну, видно, да, здесь вот, сейчас я вам покажу поближе. Вот, чтобы у меня была вот такая вот рельефная, вот такая вот горловинка, да, а если вот снаружи смотреть, то она вот такая вот гладь ложится, такая резиночка. А здесь вот такая получается. Мне очень нравится, красиво, фактурно смотрится. Я вам потом поставлю видео, я подсъем немножко сделала на манекене, чтобы вам еще лучше был виден узор. Здесь идет вот такая ажурная дорожка впереди, здесь идут косы, здесь узор павлиний хвост, ну и косы. И, как видите, вот вточной рукавчик у меня. О чем я вам говорила, то, что, возможно, на другой пряже это будет не очень смотреться, в плане того, что я поднимала петли из первого ряда. И у меня такие вот мелкие-мелкие дырочки получились. Вот так вот мелкие-мелкие-мелкие, если присмотреться. Но так как у меня очень дырчатое, да, полотно, как видите, сейчас вот так покажу. Вот. То есть оно все смотрится как-то гармонично, да, как будто бы это так и должно быть. Конечно же, например, на однотонном каком-нибудь изделии, не и на хлопке, да, тут у меня получается 100% акрил, сейчас по пряже расскажу. Я бы брала в первые петельки, поднимала бы со второго ряда. Вот, так что главное, технику поняла, как вязать поняла. Здесь также я начинала вязать рукавчик, и вот тут уже вот так вот можно показать, вот так поднять. Здесь я уже стала вводить узор. Вот потихоньку вводила узор, постепенно, как петельку добавляю, как петельки добавляли, позволяло мне начинать вывязывать узор, и я начинала это делать. Вот, как видите, здесь постепенно косичка у меня, потом вторая косичка, а уже здесь внизу у меня чисто лицевая гладь. Свитер получился на размер 48. Ну, я думала, что я, если честно, в него не влезу, потому что, когда вязала, думаю, что-то узко, ну, как будто бы узко получилось. Но нет, он очень хорошо на мне сидит. Тоже вставлю фотографию, покажу вам, как сидит. Вот здесь, я не знаю, еще ВТО у меня не проходило это изделие. Вот здесь вот, как видите, немножко, вот прям вот тут вот немножко, вот так. Здесь как будто бы вот из-за того, что из-за этого павлиньего хвоста, вот здесь идет прямая вот
где я сшивала, петля в петлю, кстати, вшивала, плечевые швы, у меня немножко как будто бы вот такая вот, ну, ребристость. Но я думаю, что после стирки это выровняется. В принципе, когда одеваешь изделие, вот так вот разглаживаешь по плечу, уже этого не видно. Так, что еще сказать? Ну, вязала отдельными полотнами снизу вверх. Достаточно длинное изделие. У меня получается полностью ниже бедер оно. То есть длина хорошая. Полностью все изделие ажурное. От плеча до конца резинки у меня получилось 69 сантиметров. Вот на все изделие у меня ушло ровно 6 мотков. И вот от моточка последнего вот что у меня осталось. Ну, давайте сразу по пряже. Эта пряжа была куплена в фикс-прайсе. Мне понравился цвет ее, он какой-то такой белоснежно-молочный. Я не могу сказать, вы знаете, он белоснежный, а когда вот вывязываешь, да, ажурчик, тут же получается, как будто бы тень, да, падает. А вот глубоко в тени оно молочное. Мне очень понравился цвет, поэтому я взяла эту пряжу. Это пряжа Картопу Baby One. В 100 граммах 250 метров. Антипилинговый акрил. По рекомендациям спицы от 4 до 5, крючок 2,5, ну, колор 10. Ну, фикс-прайс там, по-моему, 3 или 4 разных вида. Желтый был, серый, белый. Такой был еще, знаете, мятного цвета. Мятного цвета тоже я взяла себе эту пряжу. Это ждет хороших времен. Изделие вязала на 3,75. И получилось очень даже неплохо. Вот по лицевой глади вы видите, нет никакой рядности, ничего. Петельки все легли ровненько. Это учитывая еще то, что не проходило еще ВТО мое изделие. Вот, так что с работой я довольна. Научилась новой технике. Если бы не задание девочек, я, наверное, бы и не вязала бы так, знаете. Ну, вязала по старинке и вязала. А это очень-очень мне понравилось. Посадка такая хорошая получается. Ничего подгонять не надо. Вяжешь себе, вяжешь. И не надо сшивать, да? Не надо сшивать. И, в принципе, как я и любила раньше, я всегда вязала рукава отдельно, перед спинка отдельно. Это потом я уже начала по кругу вязать. Регланом сверху начинаешь вязать. Ростков тут не нужно вывязывать, так как горловина это и есть, да, твой росток. Так что вот очень понравилась мне эта техника. Спасибо девочкам, что позволили узнать что-то новое. Вот. Ну, на этом все. Вот такой у меня небольшой будет отчет. Я надеюсь, что в следующем отчете я вам покажу уже свою готовую работу, вот эту. Я надеюсь на это, потому что осталось очень мало, да, провязать. И хочу напомнить, что данный совместный проект организовали Ирина и Люба. Все ссылки на каналы девочек, которые участвуют в данном совместном проекте, я оставлю в описании под видео. У девчонок очень-очень интересные результаты. У нас у каждой разное было тайное задание. И тем самым интереснее смотреть, кто что связал. Все. Всем пока-пока. До следующих подключений. А сейчас включу вам маленькое-маленькое видео для того, чтобы посмотрели на это изделие на манекене и увидели, что там за узоры.